Казалось бы, привычная картина. 9 мая, День Победы, парад на Красной площади в Москве, георгиевские ленты, и по брусчатке едут танки и Искандеры. Но еще совсем недавно и сам праздник 9 мая, и этот парад на Красной площади выглядели совершенно иначе. Сейчас уже мало кто помнит, что впервые после советских времен тяжелая бронетехника проехала по Красной площади на параде в 2008 году. А до этого парады на 9 мая, на День Победы, были преимущественно пешими, иногда еще пускали музейную военную технику. И тогда, в 2008 году, Путину даже пришлось объясняться по поводу этого шага, почему военная техника появилась на Красной площади. Он сказал: это не брецание оружием, мы никому не угрожаем и не собираемся этого делать, никому ничего не навязываем, у нас всего достаточно. Однако теперь видится, что это повышение градуса милитаризма было не случайным, ведь буквально через несколько месяцев Россия отправила те самые танки в Грузию. Появление бронетехники на парадах — это лишь одно из изменений, которые появились при Путине в праздновании 9 мая. И многие считают, что Путин как-то возвысил День Победы, подарил, так сказать, россиянам настоящий большой праздник. Я же в этом ролике хочу объяснить, что на самом деле Путин и его политтехнологи украли 9 мая у россиян, забрали этот праздник у народа и превратили память о победе над нацизмом в инструмент узурпации власти. Но чтобы понять, как это произошло, нам надо окунуться в историю. Кто-то может удивиться, но в советское время День Победы, 9 мая, не был таким уж важным государственным праздником. Целых 18 лет, с 1947 по 1965, День Победы даже не был выходным днем. Да и потом он всегда оставался в тени двух главных советских праздников — 1 мая и 7 ноября. Из советских лидеров наиболее неприветливо к этой дате относился, как ни странно, Иосиф Сталин, с которым многие сегодня ассоциируют День Победы. Лишь первые 2 года после победы 9 мая было полноценным праздничным нерабочим днем, а в 1947 году Сталин снял с него этот статус. Критики Сталина говорят, что тот старался избегать широких празднований Дня Победы, ведь это могло способствовать солидарности фронтовиков, у которых накопились свои вопросы к власти. А репрессий, ссылок и тюрем эти люди, прошедшие войну и видевшие смерть, боялись гораздо меньше. Кроме того, акцент на Дне Победы мог бы подчеркнуть важность популярных военачальников, вроде Жукова, которых Сталин после войны старался удалить от власти, чтобы они не составляли ему конкуренции. В оттепельный период власти пропустили в печать произведения писателей-фронтовиков, которые рассказывали неудобную правду о войне. Вышли фильмы Григория Чухрая «Баллада о солдате», «Чистое небо», поднимавшие непарадные военные темы. Государство не мешало еще многочисленным и довольно молодым фронтовикам собираться дома или в скверах, поминать погибших товарищей. Первые 20 послевоенных лет единственным государственным атрибутом Дня Победы выступал артиллерийский салют в крупных городах. Ситуация изменилась с приходом к власти Леонида Брежнева. На 20-летие Победы в 1965 году власти провели грандиозный парад на Красной площади. Иногда, кстати, ошибочно утверждается, что потом эта традиция повторялась каждые 5 лет, каждый юбилей. Но на самом деле это не так. Вплоть до перестройки празднование 9 мая в Москве в основном ограничивалось небольшими манифестациями и торжествами. Но при этом день 9 мая снова стал выходным. Власти ввели пособия для ветеранов и для тружеников тыла, а в 1967 году в Александровском саду Брежнев лично открыл могилу неизвестного солдата, которая с тех пор считается главным государственным монументом памяти о войне. Но по своему размаху празднование и близко не стояло к нынешнему. Возьмем, например, юбилейную дату 1975 год. Программа торжеств включала в себя возложение венков к могиле неизвестного солдата, минуту молчания, небольшие манифестации и праздничный салют. Автомобильное движение было перекрыто лишь в районе Бульварного кольца, и из всех станций московского метрополитена ограничили работу лишь 3. Согласитесь, по меркам нынешнего времени довольно скромный размах. Но и все равно Брежнев и его окружение уделяли 9 мая гораздо больше внимания, чем предшественники. Возможно, сказывалось то, что Леонид Ильич сам был ветераном войны, хоть и политработником. Но вот социолог Николай Митрохин уверен, что дело еще и в идеологических играх, которые спустя десятилетия причудливо сказались на психике Владимира Путина и на политике в Российской Федерации.
Как пишет Николай Митрохин, к середине 60-х годов, после смещения Хрущева, во власти сформировалась группа сторонников реабилитации Сталина. Ее неформальным лидером был член президиума Политбюро ЦК КПСС Александр Шелепин. Его еще называли «Железный Шурик». В 1965 году этой группой была развернута мощная пропагандистская кампания, целью которой была легитимация советского государства через подвиг советского народа в Великой Отечественной войне. До этого легитимность советской власти в основном черпалась за счет коммунистической идеологии и революции 1917 года. Но это все уже стало какими-то делами далекого прошлого. Видимо, требовалась новая база. И вот решили, что этой базой будет не такая уж далекая победа в Великой Отечественной войне. Для этого и потребовалась пропагандистская кампания и большие торжества. Кстати, в 1965 году Владимиру Путину было 13 лет, пубертатный возраст, момент формирования личности. И можно представить, как эта пропагандистская кампания отразилась на его подростковой психике. Возможно, оттуда и берется нынешняя фиксация Владимира Путина на теме Великой Отечественной войны. Но Шелепину и его союзникам не удалось добиться ни полноценной реабилитации Сталина, ни превратить 9 мая в главный государственный праздник. До середины 80-х годов по-настоящему крупных торжеств 9 мая на Красной площади уже не проводили. Например, в 1970-м юбилейном году власти ограничились небольшой акцией. По всей Москве светофоры на минуту загорелись красным светом в память о погибших на войне. Два торжественных парада на Красной площади прошли в 85-м и 90-м году. И следующие большие торжественные мероприятия, первые в современной России, состоялись в 1995 году на 50-летие Победы при Борисе Ельцине. И тогда праздник сильно отличался и от предыдущих советских лет, и от последующих путинских. Прежде всего потому, что парад тогда посетило большое количество иностранных лидеров. Генсек ООН, президент США, премьер-министры Великобритании, Австралии и Канады, лидеры многих европейских государств и руководители почти всех стран СНГ. Главными же героями парада на Красной площади стали ветераны, которых в 1995 году еще было довольно много, и сил у них хватало, чтобы маршировать по брусчатке главной площади страны. Парад Победы состоялся и в следующем 1996 году, и в последующие годы он проводился уже каждый год, но без военной техники. Как говорили социологи, через память о войне российские власти пытались сплотить дестабилизированное и расшатанное в 90-е годы общество. При этом дату 9 мая при Борисе Ельцине пытались максимально декоммунизировать и десталинизировать. Хорошим тоном считалось закрыть надпись «Ленин» на мавзолее венками. Постепенно ушла традиция принимать парад, стоя над местом упокоения первого руководителя Советского Союза. Но красное знамя неизменно проносили перед парадными шеренгами. Сам Борис Ельцин в своих речах неизменно интерпретировал 9 мая как День Победы советских граждан, а не советского государства. В своей речи он упоминал и вклад союзников, и даже немецких антифашистов. Мы помним боевые заслуги наших союзников по антигитлеровской коалиции. Помним подвиги бойцов движения сопротивления партизан, немецких антифашистов. А потом к власти пришел Владимир Путин. И первое время он придерживался тональности своего предшественника. Вот посмотрите, журналисты BBC сопоставили речи Владимира Путина в 2000 и 2022 году. Кажется, что это два совершенно разных человека, и я сейчас не про популярную ныне теорию двойников. Порох победы и радость победы у нас одна на всех. А на Западе эти тысячелетние ценности, судя по всему, решили отменить. Мы вместе отстояли мир, не дали перекроить историю. Такая нравственная деградация стала основой циничных фальсификаций истории Второй мировой. Мы знаем цену миру, знаем, что мир – это прежде всего прочность экономики и благополучие людей. Но мы другая страна. У России другой характер. Мы никогда не откажемся от любви к родине, от веры и традиционных ценностей, от обычаев предков. Впрочем, наиболее либеральной по духу, наверное, стала речь Путина на 9 мая не в 2000, а в 2003 году, когда Путин, чуть завуалированно, может быть, признал ошибочность пакта Молотова-Риббентропа. Тогда, в начале Второй мировой, осознание тотальной угрозы фашизма пришло не сразу.
Вообще почти все начало нулевых риторика мало расходилась с ельцинской. Благодарности ветеранам, напоминания о тяготах войны, заверения в дружбе со всем миром и слова о недопустимости новых войн. И стремимся жить и работать так, чтобы страшная война больше никогда не повторилась. Но постепенно форма и содержание речей Путина, а потом и Медведева, стали меняться. Какого-то переломного года, кажется, не было. Все происходило постепенно. Например, в 2007 году на фоне скандала вокруг бронзового солдата в Эстонии Путин впервые позволил себе в праздничной речи критику западных стран. Правда, в очень смягченном виде, без упоминания конкретной страны, просто сказал, что неправильно, нельзя оскорблять памятники погибшим воинам. Но после этого антизападная риторика в речах на 9 мая стала звучать регулярно. При этом иногда Путин делал неожиданные отступления или исключения. Например, в 2022 году посреди неистовой критики Запада Путин вдруг напомнил о важности вклада в победу союзников, англичан, французов и американцев. Это было неожиданно, потому что год от года Путин и Медведев все реже вспоминали, что у Советского Союза в войну вообще были какие-то союзники. В 2021 году Путин вообще договорился до того, что в битвах с фашистами советский народ был один. Кстати, какой именно народ, тоже остается только гадать, ведь советский народ состоял не только из российского народа, но стараниями кремлевских спичрайтеров тема бывших советских республик, ныне независимых государств, из речей на 9 мая тоже как-то постепенно исчезла. Постепенно Путин все чаще переводил разговор из прошлого в настоящее, сравнивая события в Европе в 30-е и 40-е годы 20 века с тем, что происходит в настоящий момент. И в 2021 году его слова могли показаться таким дежурным антизападным ворчанием. Но, к сожалению, многое из идеологии нацистов, тех, кто был одержим бредовой теорией о своей исключительности, вновь пытаются поставить на вооружение. И не только разного рода радикалы и группировки международных террористов. Сегодня мы видим сборище недобитых карателей, их последователей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей. А сегодня, в 2023 году, мы понимаем, к чему он вел. От года к году речи Путина на 9 мая все больше были наполнены такой архаичной и сакральной лексикой. Ратники, набат, полчища, несгибаемая твердыня, что-нибудь такое. И постепенно сформировался такой полурелигиозный путинский символ веры. Цитирую. «Победа в мае 45-го — это набат, утверждающий жизнь без войны. Это святой символ верности Родине, которая живет в каждом из нас. Символ единства многонационального народа России, его безграничной преданности своим корням и своей истории». То есть, с одной стороны, Путин превращал войну и победу из реального исторического события со своими оттенками, со своими нюансами в миф, о котором нельзя спорить, о котором нельзя дискутировать. Можно только благоговейно восхищаться. Например, практически ушла из дискурса тема некомпетентности советского командования и лично Сталина, которая стоила жизни сотням тысяч советских людей. Замалчивался и пакт Молотова-Риббентропа. И в то же время Путин старательно экстраполировал миф о войне на современность, стараясь убедить россиян, что они прямые наследники советских граждан, победителей в войне, стало быть, наши нынешние оппоненты, наследники нацистов. Менялось не только содержание речей, но и внешнее наполнение праздника. С одной стороны, власти год от года добавляли торжественности. С другой стороны, попытки кремлевских политтехнологов вовлечь в празднование широкие народные массы, сделать 9 мая таким, прям всенародным праздником, привело к тому, что местами 9 мая превратился в откровенный патриотический балаган, такой странный вариант Хэллоуина. Маленьких детей стали переодевать в военную форму и заставлять маршировать, а атрибутика победы стала использоваться в коммерческих целях при продаже самых разных предметов, включая шлепанцы и алкоголь. Власти довольно равнодушно относились к такой профанации, но при этом старательно перехватывали любую маломальски интересную, популярную общественную инициативу, связанную с Днем Победы. Так случилось сначала с георгиевскими ленточками, а потом с акцией «Бессмертный полк». Причем «Бессмертный полк» был рожден вообще оппозиционным телеканалом ТВ-2 в Томске,
который в 2015 году был закрыт российскими властями. Но став государственными, как водится, обе инициативы превратились в такую пресную обязаловку с использованием административного ресурса, обязательным сгоном детей и бюджетников. Такими методами путинский режим культивировал среди граждан шовинистический культ исключительности. Пожалуй, его лучшим воплощением стала знаменитая наклейка «Можем повторить». Ее придумал в 2012 году анонимный дизайнер и выложил ее на сайт «Фишки нет». Но особенно популярной она стала в 2014 году на волне ура-патриотической истерии от аннексии Крыма и так называемой «русской весны». Фраза «можем повторить» широко критиковалась и историками, и общественниками, и политиками, и в разных либеральных СМИ, но сам Владимир Путин ее фактически одобрил. И если кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим. Думаю, популяризации подобных настроений способствовало и то, что настоящих ветеранов-фронтовиков год от года становилось все меньше. По моим воспоминаниям, ветераны, которые действительно участвовали в войне, видели ее своими глазами, не очень-то любили всю эту героизацию и восхваление войны. Они слишком хорошо знали, какую цену придется заплатить за «можем повторить». И к середине десятых годов День Победы приобрел привычный, знакомый нам вид. С одной стороны, это предельно затратное, грандиозное шоу, чей бюджет в Москве исчислялся десятками, иногда сотнями миллиардов рублей. С большим парадом, с фейерверком, с разгоном облаков, с концертами поп-звезд. При этом некоторые живые участники войны по-прежнему не могли получить жилищную помощь и достойные пособия на жизнь. С другой стороны, изначальный День памяти павших на войне превратился в день проявления лояльности действующей власти, вокруг чего сформировался свой псевдорелигиозный культ. Его своеобразным святилищем стал основанный в подмосковной Кубинке парк «Патриот» и главный храм Вооруженных сил России, который появился там через несколько лет. Насколько помпезный, настолько же и жуткий. К началу третьего десятилетия 21 века Путин окончательно присвоил себе День Победы. Парады стали демонстрацией угрожающей военной техники, при этом на них стало практически невозможно попасть простым людям. Бессмертные полки превратились из поминовения павших в демонстрацию солидарности с властью. Георгиевская лента стала атрибутом лояльных власти людей, разделяющих пропагандистские нарративы. Историков с их неудобными вопросами заставили замолчать, а любые сомнения в культе войны пресекались новыми репрессивными законами об оскорблении ветеранов и реабилитации нацизма. Тезис «никогда больше» окончательно сменился на «можем повторить». И в 2022 году Путин решил, что пора повторять. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. И теперь, когда российские войска не обороняются, а нападают на соседнюю мирную страну, Владимир Путин продолжает использовать культ победы и День Победы, чтобы обосновать эту агрессию. Невероятно, но факт. Нам снова угрожают немецкими танками «Леопард», на борту которых кресты. И вновь собираются воевать с Россией на земле Украины руками последующей Гитлера, руками бандеровцев. Что ж, преступление удалось. Путин украл 9 мая и осквернил память о победе новой агрессивной войной. Но это не навсегда. Однажды и война закончится, и режим Путина закончится, а 9 мая останется. И нам с вами предстоит восстановить, а может быть даже создать новую традицию празднования этого дня. Без угроз всему миру, без бряцания оружием, без патриотического балагана и уж, конечно, без «можем повторить». Но и сегодня ничего не мешает отмечать этот важный для нашей страны день, так как его действительно стоит отмечать. Вспомнить участвовавших в этой войне родственников, найти о них информацию в семейных или в государственных архивах или на специальных сайтах, которые сейчас, к счастью, доступны. Перечитать что-нибудь из правдивой лейтенантской прозы Виктора Астафьева, Василия Быкова, Виктора Некрасова или других писателей-фронтовиков. Посмотреть какой-нибудь классический военный фильм, скажем, «Белорусский вокзал», «Баллада о солдате» или «В бой идут одни старики». Путин многое может украсть, но он не способен повлиять на наш выбор того, как относиться к Дню Победы. И это пространство, в котором каждый может оставаться свободным, противостоя государству и его пропаганде. Поэтому с Днем Победы и берегите себя.